Если вы выбираете Мукарнас отель в Алании, то это видео точно для вас. Сегодня я сделаю вам обзор на сам отель, я покажу вам пляж, пирс, рестораны, территорию, все, что здесь есть. Оставайтесь с нами. Отель Мукарнас Спа Резорт, расположенный в 40 километрах от Алании, находится в небольшом курортном поселке Окуджалар. Отель имеет небольшую территорию, но она буквально утопает в зелени и цветах. Бассейнов здесь несколько, есть зоны для взрослых, отдельные детские бассейны и аквапарк с горками. Сейчас я вам сделаю обзор на бассейны, которые располагаются в данном отеле. И первый — это самый большой бассейн, который находится в самом центре отеля. Он в виде восьмерки, очень большой. Здесь очень часто проходят разные мероприятия. Здесь всегда очень много народу, практически все лежаки заняты. Но это и понятно. Здесь очень удобно, классно. И поэтому люди выбирают его, нежели пляж или другие бассейны. А второй бассейн, по моему мнению, который пользуется популярностью, это бассейн с аквапарком. Здесь тоже всегда очень много народу. Горки очень интересные, есть как экстремальные, так и менее экстремальные. Если вы приехали с детьми, то это место точно, которое вам нужно будет посетить. Я уверен, что несколько дней вы из него вылазить не будете. А если у вас совсем маленькие детки, то тогда вам надо будет прийти на третий бассейн. Он не глубокий, всего 35 сантиметров, поэтому беспокоиться здесь особо не придется вам. Еще 3 бассейна находятся на крытой территории, они подогреваемые, они расположены где спа-зона и имеют тоже разную глубину. Один бассейн из них очень большой, второй типа джакузи, а третий вообще лягушатник. Мы тоже туда часто ходили, потому что там, помимо этих бассейнов, подогреваемых бассейнов, есть еще и финская сауна и хамам. Хамам просто шикарный там, мне очень понравился. Пляж и пирс отеля Мукарнас. Начну с того, что здесь действительно удобно организовано пространство для отдыха. И первый большой плюс — это, конечно же, лежаки. Их много, они находятся в несколько рядов по обе стороны от пирса. Можно выбрать подальше, кто хочет потише, можно выбрать поближе к морю, особенно для тех, у кого есть дети, чтобы приглядывать за ними. Отдельно хочу отметить удобные беседки в тени. Они находятся за лежаками на отдельной территории. Это вообще очень удобная вещь для тех, кто не хочет целый день лежать под прямыми солнечными лучами. Там спокойно, уютно, можно почитать книжку или выпить пару коктейлей. Классное место. Следующий плюс — это расстояние от лежаков до моря. Оно занимает примерно 30-50 метров. Не надо тащиться с вещами через весь пляж. Пирс здесь не длинный, скорее компактный. Когда заходишь на него, по обе стороны есть 2 площадки для входа в море. Они, кстати, тоже очень удобные, очень продуманные. На каждой площадке настелена специальная поверхность для того, чтобы не скользили ноги. Еще один практичный момент – душ с пресной водой. Когда выходишь с соленого моря, особенно если ты купаешься по несколько раз в день, это очень удобная вещь. Вышел, помылся, и нету соли на руках, на ногах, на теле. Вроде бы мелочь, но на деле очень практичная вещь. Но, конечно, как и у любой пляжной зоны, здесь тоже есть свои нюансы. Например, пляж здесь не песочный, а галечный. Очень много камней, и по которым ходить не так уж и приятно. Лучше взять шлепанцы или специальную обувь. Море здесь сразу становится глубоким. И для тех, у кого дети, нужно внимательно за ними смотреть. И еще один немаловажный момент – это туалеты. На пляже туалетов нет, а ближайший находится в кафе, который расположен рядом с пляжем. На территории отеля есть 3 основные точки питания. Это основной ресторан, который находится в корпусе отеля. Также есть снэк-бар, который расположен ближе к пляжу.
и амфибар, который тоже находится у пляжа. Кроме этого, есть еще два бара. Один находится рядом с самым большим бассейном, а второй находится прямо на пляже. Еда в отеле довольно разнообразная. Видно, что меню хорошо адаптировано под туристов из СНГ. Понятные нам гарниры, горячие блюда, салаты, мясо, курица, выпечка. Голодным здесь точно не останешься. Но при этом важно понимать, что это не отель с какими-то гастрономическими излишествами. Вы здесь не увидите морских крабов или семги. Для меня это такой вариант, когда кухня не удивляет каждый день, но и не разочаровывает. Все достаточно комфортно, предсказуемо и рассчитано на массового туриста. Вот это наше место, где мы будем сегодня обедать. Классно, да? С видом на море. Угадайте, зачем здесь такая большая очередь, когда вокруг полно разнообразной еды? Гёзлеме – это тонкая турецкая лепешка с сыром, зеленью, картофелем и мясом. Сейчас я нахожусь в баре у бассейна, он так и называется, пул-бар. В принципе, это такое большое место. Вечером здесь очень много народу собирается, потому что часто здесь проходят дискотеки и различные мероприятия. Нам достался уютный номер на двоих с отличным видом на территорию и море, а также с небольшим балкончиком, где можно высушить вещи и немножко отдохнуть. Вот наш номер, мы его немножко переконструировали. Одна большая кровать двухместная, одна одноместная и диванчик. Мы совместили и вчетвером спим. Здесь у нас зеркало, телевизор и дополнительная кровать. Номер компактный, со всеми необходимыми удобствами. Для детей на территории отеля Мукарнас есть отдельная игровая площадка. Небольшая, но вполне удобная для семейного отдыха. Сейчас я вам покажу одну очень интересную вещь. Вот мы зашли на детскую площадку. Если ваши дети гиперактивные, хотят все время во что-то играть, вот здесь вот детская площадка, вот она. А вот здесь справа есть такая лестница. По ней вы можете подняться, и там находится теннисный корт и футбольное поле. Также два кольца для баскетбола. Каждый вечер здесь собирается очень много детей, и они играют в футбол. Вот вам на заметку, смотрите. Опачки. Вон там мини-гольф, а вот это сама площадка. Так что можете их спокойно сюда отправлять. 2 часа, 3 часа у вас будет спокойствие. Еще я бы хотел сказать вам то, что мне не понравилось в этом отеле. Первое – это лифты. Приходится долго ждать, пока он приедет, а потом, пока он приедет, еще на каждом этаже останавливается. Легче пешком дойти, куда тебе надо. Второе, то, что мне не понравилось, это запах сигарет. Особенно, когда ты вечером дома хочешь открыть балкон, не можешь. Почему? Потому что очень много людей, которые курят. И весь этот дым заходит тебе в номер. Приходится не выходить на балкон или держать его закрытым. Третья вещь, которая, возможно, доставит вам дискомфорт, это громкая музыка вечером. Для тех людей, кто хочет отдохнуть, кто рано ложится спать, наверное, она будет мешать. Мне, например, она не особо мешает, потому что у меня 2 детей, и я привык, когда они шумят, даже не обращаю на это внимания и спокойно могу уснуть. Теперь я хотел бы выделить плюсы или положительные стороны, которые я заметил. Первое – это, конечно же, сервис. Сервис Турции – это номер 1 в мире. Каждый официант как по струнке ходит, быстро все убирают, быстро все приносят, все дружелюбные, все улыбаются. Короче, слов нет, номер 1. Второй плюс, который я хотел бы отметить, это территория, насколько она зеленая, сколько здесь растительности, какая она, сколько здесь цветов. Они все разные, причем как за ними ухаживают, я просто не представляю. Это очень красиво. Я думаю, тем, кто любит зелень, здесь очень понравится. Третий плюс скорее относится не к отелю, а к территории. В Алании всегда хорошая погода. Я вот слышал, например, что в других регионах где-то идет дождь или холодно, но здесь всегда тепло. Даже если были тучки, то они быстро проходили. Четвертый плюс я бы отметил шоу-программу. Здесь она каждый раз новая, интересная, рассчитанная как на взрослых, так и для детей.
Что мы здесь только не делали. И пенная вечеринка была, и воздушных змеев запускали. Итак, Мукарнас Спа Resort – это отель для тех, кто ищет понятный турецкий all-inclusive. Это море, бассейны, горки и еда в любое время суток. А больше всего он подойдет семейным. А если видео вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.